Сегодня идем на 3 трехтысячника. Приборная, Медик, Манжелки. Идем от конца асфальта за Чембулаком. С этого места. Вот на тот пригорок нам надо будет подняться в начале Тальплагеря Туиксу. Схема маршрута от Шимбулака. Сначала Дальплагеря Туиксу, потом гребень, затем последовательно все 3 наших вершины и спуск обратно к Шимбулаку. Отель Ворота Туиксу, уже бывший. Здесь мы с дороги сворачиваем, идем в сторону Альплагеря, который намного старше и который так и продолжает существовать. Перешли реку на левый берег. И здесь, на краю Альплагеря Туиксу, начинается тропа. Очень хорошо натоптанная. Но только в начале. Идем в сторону учебных скал. Вот они видны. Здесь хорошо натоптанная тропа заканчивается. Вернее, она не заканчивается, она идет дальше к тренировочным скалам, где альпинисты осваивают, улучшают свои навыки скалолазания. А нам прямо вверх по уже слабо натоптанной тропе. Сейчас еще чуть-чуть крутого подъема очень, и вдоль этих скал мы пойдем направо и выйдем на гребень. Вот от этого камня самый-самый крутой подъем, наверное. Ну, тропа идет, и вот здесь уже она поворачивает направо, и уже здесь будет сейчас выход. Нам скоро уже на гребень. Впереди вот выход на гребень. Мы в некоторых местах здесь выложили туры. Вышли на гребень. В районе этого, не знаю какого знака, геодезического или какого. На нем написано 1 бат Раим. Кто-то написал. Здесь также тур выложен. За 2 километра набрали около 600 метров высоты. Очень-очень крутая тропа. Ну, тропа есть. Такая не очень хорошо натоптанная. Людей мало ходит. Зверюшки натаптывают. Вон аж где у нас Мау. Малого Матинского ущелья. 600 метров почти. Отсюда еще можно спуститься в ущелье Горельник. Так, где вот в район Орлиного гнезда, вон оно. Вон Орлиное гнездо. И вот так чуть-чуть по гребню вниз, и потом туда вот можно выйти. Тоже маршрут интересный. Кумбель. Гора Часовая. Всего дальнейший наш путь в сторону гребня Горельник. Первым пунктом назначения будет гора Приборная. Вот он. Дальнейший путь, уже видна гора Медик. Красивая панорама. Впереди наши вершины. На них еще остатки снега. Приборная, Медик, Манжелки. Вот она, Приборная. Видна мачта с установленными на ней приборами. Дальше
Вон она, Медик, Манжелки, все в одном гребне. Внизу ущелье Горельник. Кстати, вот оттуда, по-моему, можно и подниматься. Вот так, вот так, вот так. Перевал. И вот так. Дальше, дальше, дальше. И вон она. Гора Приборная. Ну, а дальше уже гора Медик. Выход на гору Приборную. На заднем плане пик Титова. Погода радует сегодня. Это видеодоказательство. Мы на Приборной. 3330. Айфон показывает 3360. Вон он. Часть нашего подъема. Гребень. Не весь виден путь. Достаточно такой. Ну, гребень есть гребень. Вверх-вниз, вверх-вниз. От места выхода на гребень примерно 1,5 километра до Приборной. Вот она, красавица. С приборами. Да. Но все не работает, конечно. Разрушено. Дальше наш путь лежит в сторону горы Медик. После того, как прошли Приборную и шли в сторону Медика, начался очень сильный, можно сказать, даже ураганный ветер. Наблюдали редкое атмосферное явление огненная радуга, или как ее еще называют, окологоризонтальная радуга. Очень красивое атмосферное явление. Сдувает даже, когда шаг делаешь. Последние метры подъема на пик Медик. Также дует ветер. Высота 3492 метра. Впереди пик Манжелки, огненная радуга все так же над нами. Пик Титова, озера Титова. Ира стоит довольная. Впереди еще пик Манжелки. Остался последний подъем. До Манжелки спрятались от ветра, ветрюганы, я вам скажу, тут перекусываем бананом. Так вот. Финальный подъем на последнюю нашу вершину. Мы так подустали. Вот какая красота. Так, поворачивайся, речка поднимается на фоне Медика. Третья и последняя наша на сегодня вершина. Пик Манжелка. 3570. Но он все-таки так повыше. 3600. Красота здесь неописуемая. Горы Туиксу, Орджоникидзе, Маяковского, Партизан и Туиксу. Память уже молодежка. Внизу ущелье Горельник. Гора Медик. Чуть-чуть виден гребень, по которому мы пришли. Спускаться мы будем в сторону Малоалматинского ущелья. Спускаемся в Малоалматинское ущелье с пика Манжелки. Радуга так и висит. Чернеет. Спускаемся сейчас к перевалу в сторону пика ворота Туиксу.
нас обед на фоне пиков Мангильды, Хрещатова. Что у нас сегодня на обед? Брускетта. Это новое блюдо. Рулетики кабачковые с творожным сыром. Многослойный бутерброд и пирог. Ира всегда что-то новенькое обеспечит. Можно сказать, изыски. Ну и также и овощи. Спускаемся вниз с Манжелка. Здесь простой спуск. В основном по травяному склону. Ну, здесь, правда, снег остался. Остатки лавины. Вот уже скоро будет дно Малоалматинского ущелья. Вот. Все, спустились мы к речке. Горы уже давно не видно. Видна только пик Память. Виден только пик Память, который южнее чуть-чуть пика Манжелки. И сейчас наш путь по левому берегу речки Малоалматинки. Местами по сохранившейся старой дороге. Кажется, что кругом тут осыпи сплошные, вон там впереди. Но на самом деле ничего такого сложного здесь нет. Главное идти по турам, по тропе, которая имеется, все равно ее видно. И по остаткам старой дороги. Вот пример. Идем по прекрасным остаткам старой дороги. Здесь просто трава, мягко идти так хорошо. Нас застал дождик по пути. Одели плащи, накидки на рюкзаке. А по той стороне вообще нам не нравится ходить. Там сплошные каменюки, можно сказать. И неинтересно, толпа идет, дорога. Здесь приятнее. Спустились мы к альплагерю Туексо. Замкнули наше колечко походное. Утром вот здесь поднимались. А вон туда, не видно куда, на гребень. Ну а сейчас пройдем мимо альплагеря Туексо. Потом переправимся по мостику через речку и по дороге до Чембулака еще 2 километра. Нам понравилось, хотя мы сильно устали.